Друзья, всех приветствую! Компания Queen of Audio выпустила крайне интересную новинку с прекрасным внешним видом и с неожиданным супер необычным тюнингом с явным уклоном в басхедную сторону. Сегодня в обзоре мы поговорим об этой модели. И приобрести их можно сейчас в официальном магазине Queen of Audio на AliExpress за почти 17 тысяч рублей. Приходят они в средней по габаритам коробки с приятным оформлением. Здесь имеется логотип компании и название модели Adonis New. А тут указаны технические характеристики и находится график АЧХ. И за звук здесь отвечает кастомный динамический драйвер диаметром 9,2 мм и два арматурных излучателя, один из которых от Knowles и снова кастом от Queen of Audio. Чувствительность составляет 106 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. И на раскачку наушники довольно легкие. Теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию более подробно. Две карточки, на одной из которых продублирован график частотной характеристики наушников. Хороший выбор силиконовых амбушюр, особенно мне понравились вот эти. Очень качественный плотный кейс с логотипом компании. И один из самых красивых кабелей, что я встречал за последнее время. Причем он еще очень удобный и с коннекторами 2 пин. И возможностью установки штекера как балансного 4,4, так и обычного 3,5. Ну и вот они, сами наушники, которые выглядят просто на 10 из 10. Давненько я такого не встречал. На лицевой части здесь находится надпись Adonis. И, наверное, это одно из самых необычных и к тому же красивых оформлений корпуса с использованием гладкой фиолетовой медицинской смолы и сосновых шишек. Вроде бы еще никто не использовал такое в наушниках, так что в этом плане они довольно уникальные. Особенно мне нравится, как выглядит мой левый наушник за счет вот этого получившегося узора. Ну а еще они получили разъем 2 пин, который идет вот тут ровно вровень с корпусом, что хорошо, и очень небольшое отверстие для компенсации. Оно находится вот здесь. А звуковод тут металлический и достаточно вытянутый, с четким бортиком для лучшей фиксации амбушюр. Поэтому посадка тут обеспечивается очень плотно и с удобством все отлично. Ничего нигде не давит, и можно использовать эти наушники длительное время вообще без каких-либо проблем. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания гибридных наушников Adonis New. И начнем с их тюнинга, который я бы вот сразу охарактеризовал как тонально очень теплый, супер басовитый за счет явного усиления низких частот, но с правильно контролируемым басом, что очень важно. И что удивительно, наушники даже при этом находятся довольно близко к моему таргету. То есть в целом подход к тюнингу здесь выполнен крайне понятный для всех. Тут мощная полочка для басхедов, аккуратные средние частоты с очень небольшим усилением на верхней середине, а после 13 кГц высокие частоты плавно уходят на второй план. То есть насколько возможно нам их протянули. Да, такой спад, конечно, лично мной на слух ощущается, и в сравнении с моими другими референсными наушниками с более продолжительными высокими частотами тут будет чуть поменьше прозрачности и воздуха, но тем не менее подача получилась такая очень гладкая и супер музыкальная. Тут ничего не свистит, никаких сибилянтов, нету никакого плохого арматурного тембра, как очень часто бывает, например, в наушниках от Кейзи. То есть в плане шития драйверов тут все выполнено отлично. Динамо играет четко и насколько возможно хорошо отрабатывает мощные раскатистые низкие частоты, а арматурки очень аккуратно и тепло, совершенно без яркости и утомления, доносят средние и высокие частоты. Низкие частоты здесь представлены как очень впечатляющие на объем и тот самый явный глубокий инфраниз, который просто потрясно показывает себя в электронике и хип-хоп жанрах, где требуется очень хорошо слышать раскатистый, безумно динамично напампленный убойный мидбас и явно выделенный удар кика, который хорошо
дополняет басовую готовую основу своей выделенной атакой и мощным пробивным ударным ощущением. И это именно то, чего я давненько не встречал в других наушниках. За бас от меня респект. Да, конечно, это было рискованно, но я считаю абсолютно оправданно, и басхедом можно смело рассматривать Adonis New как некую замену AudioSense AQ4 и 7 Гц легато. Басхеды тут определенно останутся довольны, так как и текстурность, и прозрачность баса находится тут на куда более высоком уровне. Да и за такую теплейшую подачу средних частот, я считаю, стоит тоже отдать должное. Они подаются максимально приятно на слух. При этом замечу, что важно не скучно, то есть драйва, энергии тут достаточно, как и отличного и более явного веса у вокальной части, которая довольно хорошо выдвинута вперед по восприятию образа, и я знаю, что многие любят такую более приближенную подачу. И при этом удивительно, но тут нету никакой зажатости или глухоты, да и тембры очень даже узнаваемы и разборчивы. Синтетикой тут точно не отдает, поэтому я бы не сказал, что наушники в этом плане здесь доносят что-то не так в музыке в сравнении с другими наушниками. Может, конечно, они не так сильно извлекают и раскрывают различные микронюансы, но зато сами образы подаются к нам как очень крупные и явно абстрагированные друг от друга. Нету тут никакой каши и зажатости в этой области, и все планы четко разделяются друг от друга за счет достаточно оптимальной, широкой и подробной звуковой сцены. А вот высокие частоты тут подаются очень гладко и совершенно не напряженно. Тут нету никакой яркости и сибилянтов, просто забудьте про них. Если вы когда-то искали вот такие наушники, которые супер аккуратно и, что важно, деликатно доносят, что верхнюю середину, что высокие, то вот, ребята, Adonis New это для вас. Даже я словил себя на мысли, что я могу их слушать буквально весь день. Такая супер погружающая и, главное, музыкальная подача, которая мне давненько не встречалась. При этом я бы не сказал, что тут тарелочки и перкуссии где-то прячутся. Да, их образ немного отодвинут, но тем не менее мне лично все четко слышно. И атаку, и послезвучие, может чуть и более укороченное, но оно ведь есть и никуда не делось. Да, может прозрачность я бы хотел тут побольше получить, но и то при условии, если бы слушал какой-нибудь техничный металл на постоянной основе. А я такое на самом деле-то редко очень слушаю и просто прекрасно понимаю, что концепция настройки тут другая и не такая, какой я привык в последнее время. И поэтому отношусь к этому нормально, так как я считаю, что разнообразие сейчас на рынке наушников не помешает. А именно в этот раз компания Queen of Audio с наушниками Adonis New решили просто хорошо выделиться на фоне других новинок, и причем оставить у меня только положительные впечатления. А вот вывод по этим наушникам у меня получился таков. Queen of Audio Adonis New – это очень интересная новинка с шикарным внешним видом, отличным комплектным кабелем, достаточным набором амбушюр на любой вкус и, самое главное, с довольно редким басовитым, динамичным и супер музыкальным тюнингом. И я уверен, такую подачу ждали многие. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.